О чем сегодня можно говорить, обсуждая внутрироссийские темы, если не о крестовом походе, который государство затеяло не только на интернет, но в принципе на весь технологический уклад? Мы видим не отдельные действия, а последовательную политику, на которую не жалеют ресурсов. Белые списки, борьба с Телеграмом, война с VPN, которая ведется сразу по всем фронтам. Начиная с попыток поубивать все новые и новые протоколы, заканчивая глубоким анализом трафика с помощью ИИ, введением лимита на иностранный трафик и блокировками пользователей VPN на российских ресурсах. Сознательное возвращение страны в архаику на предыдущий этап технического развития – это, вообще-то говоря, последнее, чего можно было бы ожидать от национального правительства. Когда Украина, военный противник, пытается громить промышленную инфраструктуру, переработку нефти, логистику, связь, это объяснимо. Такова у противника роль, война все-таки. Во время Второй мировой союзники подчистую сносили заводы, аэродромы, научные центры, испытательные полигоны нацистской Германии. Так они лишали врага возможности вести современную войну. Логика тут очевидная. Меньше танков, хуже самолеты, менее совершенные устройства навигации, наведения, связи. Все это в конечном итоге ведет к поражению. Уничтожить завод по производству радиостанций не менее важно, чем вражескую дивизию. Разрушение научно-технического и промышленного потенциала врага – это то, чем противники занимаются в любой войне. И тут жизненно важно не только атаковать, но и защищать собственный потенциал. Условно, враг пытается охладить вас до каменных топоров и дротиков, а вы ему это сделать старательно не даете. Сегодня же у нас происходит нечто прям противоположное. Усилия Украины по атакам на российскую территорию весьма точечные, и если кому и вредят, то российскому федеральному бюджету в основном. За пределами приграничных регионов украинские удары не особо влияют на повседневную жизнь, не сильно вредят инфраструктуре и ее развитию. Сегодня самые сокрушительные удары по инфраструктуре России и ее экономике наносит собственное начальство. Даже при ковровых бомбардировках Украине не удалось бы так лихо размотать инфраструктуру связи, так масштабно нарушить повседневную жизнь и ударить по бизнесу, как это сделал Путин. Банально отключая вышки сотовой связи, вводя белые списки и блокируя ключевые ресурсы. Традиционно тут перед началом напоминаю, в описании собраны способы, как вернуть себе нормальный интернет в России. Список мы регулярно обновляем, ссылка в описании. Сегодня отдельно обращу внимание, для текстовых сообщений в Telegram есть самый простой способ оставаться на связи. Это соединение через прокси. Telegram Дурова создал свой тип прокси, MT-Proto, для стран с цензурой. Переходите в канал, где бесплатно публикуются ссылки, нажимайте на любую и соединяйтесь. Если этот прокси перестал работать, в том же канале выбирайте любой другой. Ссылка на канал тоже в описании и в первом комментарии будет. Ни у кого нет столько дронов и ракет, чтобы раздолбать связь так критично, как Путин. Причем раздолбать в стране, экономика которой последние 15 лет сознательно затачивалась на быстрый и общедоступный интернет. Тут вот еще что важно. Занимается этим вредительством то же самое начальство, которое первые годы войны из кожи вон лезло, лишь бы убедить граждан, будто никакой войны на самом деле нет. Будто где-то там, очень далеко, и за очень большие деньги какие-то люди в кого-то стреляют. Желающие могут посмотреть этот боевичок по телевизору, но в общем и целом война никого напрямую не касается. Никого, кроме самого начальства, которое поставило только ему известные цели и хочет их достичь. Никого, кроме тех, кто по своей воле решил забрать несколько миллионов рублей и туда пойти. Для остальных прекрасные сервисы, которых и близко нет ни в каких Парижах, ну и все такое. Сейчас же, почти без исключений, каждая новость о государственной активности сводится к тому, что еще какая-то часть повседневной жизни становится недоступна. Перестает работать что-то, без чего современная жизнь не очень возможна. Вот буквально на днях в рамках борьбы с VPN государство порушило банковскую инфраструктуру. Платежи и снятие денег в банкоматах просто исчезли на какое-то время как явление. Сложно даже вообразить, сколько людей и бизнесов в один момент обнаружили себя в эпицентре катастрофы. Это же не какой-то один банк не работает, не какая-то одна сеть банкоматов накрылась. Тогда еще можно было что-то куда-то перевести и как-то выкрутиться. Но нет, просто весь мир электронных платежей взял и помер. Мир, к которому ты привык. Привык до такой степени, что уже забыл, когда в последний раз наличку в руках держал. А зачем, если платить можно картой, телефоном, переводом или улыбкой?
В твоем кошельке сегодня скорее лежат водительское удостоверение и пропуск на работу, чем бумажные деньги. Вся российская экономика стоит на электронных платежах. К такому положению дел сознательно шли, этим гордились. И понятно, что в последнюю очередь кого-то волновало удобство граждан. Просто все эти электронные чудеса делают граждан и бизнес невероятно прозрачными. Даже самый последний киоск за полярным кругом, куда налогового инспектора проверять накладные, иначе как вертолетом не отправишь, доступен теперь налоговой одним нажатием кнопки. Вот только оказалось, что электронная экономика с такой формой организации государства, как наша, несовместима. Нашему государству не нужен даже ограниченный интернет, внутренний интернет, контролируемый интернет. Ему хочется, чтобы все перешли на печатные машинки, чьи образцы оттисков хранятся в ФСБ. Когда глава Ростелекома говорит о возврате к стационарным телефонам, его слова звучат как хохма. Но вообще-то это и есть идеал, к которому государство на самом деле стремится. Даже не к мессенджеру Макс. Не имеет значения, какие экономические и фискальные бенефиты обеспечивает большая децентрализованная сеть. Ведь она угрожает власти самим фактом своего существования. Граждане, которые лишились доступа к своим деньгам, могут в полной мере оценить чувства зетников, отслеживающих линию фронта. Линию фронта, которая больше не движется даже в час по чайной ложке. На то есть множество причин. Две ключевые обсудим после небольшой рекламы еще одного способа обхода блокировок. Вы знали, что обойти блокировки можно не только с помощью VPN, но и с помощью прокси-серверов? По сути, это туннелирование трафика, как и с VPN, но только для одного приложения или браузера и без шифрования. Крайне полезная вещь, если вы SEO-специалист, геймер, продвигаете аккаунт в соцсетях или просто хотите пользоваться конкретным приложением или сидеть в сети с браузера безо всяких сбоев, с хорошей скоростью и не полагаясь на VPN. Для Телеграма, например, прокси подходит идеально. Купить индивидуальную прокси-сервер можно у ProxyLine. Сервер будет принадлежать только вам, и вы легко сможете настроить его в браузере или на телефоне. Доступных стран больше сотни. Вы даже можете выбрать конкретный город или подсеть. ProxyLine работает уже 7 лет. Есть тысячи хороших отзывов, и, что важно, сервис строго контролирует геолокацию IP-адресов и проверяет их наличие в спам-базах. Это значит, что с ProxyLine у вас будет чистый, качественный IP-адрес с хорошей репутацией и верной геолокацией. При необходимости можно купить сразу много прокси-серверов и управлять ими в удобном личном кабинете. У ProxyLine также появилась актуальная функция в связи с блокировками. Вы можете просто, поставив галочку, исключить IP-адреса, для которых обнаружите проблемы с доступом из России. К тому же, если вы будете покупать из России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет обходить блокировки. Служба поддержки доступна 24/7. При покупке действует гарантия возврата. Если вас вдруг что-то не устроит, вы можете заменить IP-адрес прямо в онлайн-чате в любое время или вернуть деньги с вычетом за использованные дни. Купить, кстати, можно не только через сайт, но и через Telegram-бота. По промокоду CATS будет скидка в 10%. Предложение действует только до 31 мая. Покупайте прокси-сервера по оптовым ценам у ProxyLine. Продолжаем. Мы говорили о линии фронта, она фактически не движется. На то есть множество причин. Но две очень важные причины, почему замер фронт, заключаются в том, что Илон Маск грохнул для российской армии Starlink, а Роскомнадзор добил остальное, чем пользовались военные, от Дискорда до Телеграма. Как бы странно это ни звучало, нынешняя война в чем-то похожа на современный финансовый сектор. Это самая инновационная война. Все остальные армии мира сегодня отстают от российской и украинской примерно так же, как средний немецкий банк от украинского Монобанка или российского Тинькова. За 4 года пройден технологический путь, сравнимый только со Второй мировой. Вторая мировая началась с конных подразделений, а закончилась реактивной авиацией. Эта война началась с танковых колонн, по которым бьют гаубицы, а сейчас ведется уже не просто дронами, а уже каким-то 5-м или 10-м поколением беспилотников и средств борьбы с ними. Гонка технологий в этой войне идет каждый день. Каждый день изобретаются новые способы связи и управления. Каждый день появляются новые способы глушить беспилотники. Каждый день беспилотники совершенствуются, чтобы эти способы обходить. Обе армии, помимо вооружений, техники и людей, нуждаются в полном доступе к самым современным технологиям, к самому передовому опыту и полной свободе его применения.
Потому что отставание всего в пару месяцев, проблемы с доступом к электронным ресурсам, даже ситуативные, даже если их можно победить с помощью VPN, это для такой армии и такой войны фатально. VPN хорош в мирной жизни. Когда один не работает, переключаешься на другой. А если забыл оплатить или что-то у провайдера случилось, лег пораньше спать без обязательной порции рилсов. Ситуативные проблемы со связью в мирной жизни — это неприятность, порой большая неприятность. Например, ребенок шел из школы, залип в торговом центре, ты не можешь с ним связаться и воображаешь всех на свете маньяков. Или платежи не проходят, и ты клятвенно обещаешь администратору ресторана, что завтра вернешься с деньгами. Такое бесит, но пережить можно. Но когда ты сидишь на позиции и связь отвалилась, то для тебя станет неприятной неожиданностью факт, что позиции вокруг уже давно заняты противником, и люди в камуфляже позади тебя — это военнослужащие ВСУ. Если ты в повседневной жизни пользуешься насквозь дырявым Максом, то достаточно простейших мер предосторожности, чтобы инструкция по варке пельменей не оказалась в руках товарища майора и на всех площадках в Даркнете. А если даже и окажется, мир не рухнет. Если же твой мессенджер аккуратно стучит тем, кто собирается тебя на войне прямо сейчас убить, то это уже не угроза слива данных или уголовного дела. Это экзистенциальная угроза. Солдат погибнет, подразделение накроют, колонна попадет под обстрел. Потому что государству приспичило всем навязать свое дырявое шпионское ПО, которое противник читает намного быстрее родных чекистов. Первобытная персоналистская власть стремится только к тому, чтобы сохранить себя. Она несовместима не только с современной технологической экономикой. С технологической войной она тоже несовместима. Она может воевать тем, что унаследовала от советской власти. Может сжигать десятки тысяч единиц военной техники. Может воевать за счет бесплатных нефтедолларов, оптом скупать людей на убой. Но сейчас идет война, которая требует низовой инициативы, доступа к технологиям и самых разнообразных децентрализованных решений, в том числе свободной дискуссии в сети, в которой выявляются и устраняются слабые места. И вот такого наша власть себе позволить не может. Режиму не так страшно потерять очередной Купинск. Гораздо страшнее утратить понимание, чем там все эти солдаты, волонтеры, какие-то частные кулибины занимаются. Потому что тут чувствуется потенциальный выход вооруженных людей из-под контроля. А для нашего режима нет ничего страшнее, чем армия, которая ощутила себя субъектной, способной принимать решения и воевать, основываясь на реальном положении дел. Не дай бог такая армия ощутит свою силу и задастся вопросом, какому государству она служит и зачем. Из подобных инноваторов, изобретателей, волонтеров, из всего Z-сообщества, если оставить его вариться в собственном соку, потенциально как раз и вырастают Бонапарты. Слишком популярные и слишком много о себе возомнившие лидеры вооруженных людей. Почему российское государство ведет себя как диверсант, сознательно отбрасывает свою экономику и свою армию на несколько ступеней технологического развития вниз? Потому что сама структура власти в России находится на несколько уровней развития ниже, чем минимально необходимо для управления современной экономикой, современным обществом и современной армией. Управлять и командовать теми, кто определенно более развит, чем ты сам, невероятно тяжело. И инстинкт подсказывает единственный способ продлить свою власть. Сделать все вокруг настолько же первобытным. Так происходит не только с интернетом. Достаточно вспомнить, с каким удовольствием Министерство образования отчитывается о снижении доли школьников, которые доучиваются до 11 класса и поступают в вузы. С таким же точно удовольствием, как об успешных блокировках и отключении связи. Власть гордо, как о перевыполнении планов пятилетки, рапортует: страна становится менее образованной, менее технологичной, менее развитой. За исключением красных кхмеров в Камбодже, кажется, никто еще не хвалился такими достижениями. Никому такое в голову не приходит. Ну правда ж, странно звучит. Мол, какие мы молодцы, наши блокировки обходить все сложнее, да и инженеров, врачей и юристов в новом поколении станет меньше, а преподавание в школах всякой идеологической хреномути будет больше. Но с точки зрения тех, кто Россией правит, все совершенно логично. Они считают это реальными достижениями. Так бывает, когда страной правят люди очень плохо образованные и в высшей степени технологически отсталые, которым на самом деле и до развитого общества, и до современной армии, как до Луны пешком. Это хорошая новость для Украины,
но очень плохая новость для перспектив России после Путина. Невозможно повернуть вспять развитие нашего общества. Мы, конечно, все наверстаем, но ущерб, нанесенный нам, еще не раз аукнется. До завтра.